Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал располагается в городе Измаил. Это юг Украины, юг Одесской области, город Измаил. И сегодня мы рассмотрим с вами очередной агрогороскоп с 18 по 20 октября. Растущая луна в знаке Овен. И не просто растущая луна, а это время уже, когда начинается путь, сожженный путь полнолуния. Само полнолуние очень серьезный, напряженный период полнолуния, поэтому здесь очень много интересных дел, которые можно делать и которые нельзя. Ну, как всегда, мы рассматриваем сначала вот этот день, предшествующий нахождению Луны в знаке Овен, а он у нас будет в знаке Рыбы 18 октября утром и с 0 часов и до 13 часов 4 минут будет в знаке Рыбы, а затем перейдет в знак Овен. Так как у нас Луна без курса с 2 часов ночи 26 минут до 13 часов 4 минут находится в спячем состоянии, Луна без курса, ничего нельзя сеять, садить. И плюс с 17 часов 59 минут сожженный путь полнолуния начинается. Поэтому даже никаких сидератов, ничего мы не сеем в этот день. Мы не сеем ничего, не высаживаем ничего. В саду, кроме посадочных ям, ну, если есть необходимость, или уборку проводим, любые технические работы, зеленые операции не проводим. На цветники только уборка, если в этом есть необходимость. Ножницы не берем, ничего не режем. Для комнатных цветов будет актуальным только защита от вредителей и болезней. Поливы проводим до 12 часов, у нас знак стихии воды до 13, поэтому до 12. Подкормки не проводим. А вот сбор урожая, заготовка, закладка на хранение, это уже можно начинать делать. Многие спешат, спрашивают с 14 часов. До 14 часов еще очень сильная стихия воды, поэтому вот только с этого момента можете начинать вот эти работы проводить. Ну и, естественно, сейчас очень много вопросов поступает по квашению капусты. Тоже в этом знаке. И в знаке Рыбы днем нельзя это делать, и в знаке Овен. В Рыбах квашня получается, в Овне жесткая и горьковатая капуста. А сейчас рассмотрим уже чистый Овен. То у нас был частично днем. Сейчас у нас Овен 19 и 20 октября. Практически 20 до 23 часов будет в знаке Овен, поэтому мы днем в основном работаем. Вот эти 2 дня все работы будут одинаковые, поэтому я не буду тратить время, а просто рассмотрим все виды деятельности, что мы можем делать вот этот сожженный путь полнолуния и в день самого полнолуния. Естественно, посевы мы не проводим, ни посадки, ни высадку саженцев рассады. Нет, не делаем это. Что мы можем делать? Вот для северян, там, где уже начинаются зимние холодные дни, морозцы, нужно укрывать растения, теплолюбивые растения на зиму. У каждого свое укрытие, и каждый использует свой способ. Зеленые операции не проводим ни в коем случае. Для цветов, те, которые теплолюбивые, вы укрываете, можно тоже укрыть эти растения. Для комнатных цветов по-прежнему актуальна защита от вредителей и болезней в Овне. Поливы бесполезны для всех растений, которые и на улице под открытым небом, и в комнате. Подкормки тоже не проводим. Они опасны для растений в это время и полнолуние, и знак стихии огня. Зато подготовка различных заготовок, сбор урожая, различные консервации, сушка, заморозка, варенье, джемы и тому подобное, все это в эти 2 дня, пожалуйста, проводите, получится очень вкусно и хорошо. Но квасить капусту в эти дни еще нельзя. Единственное, что можете ночью, если вам хочется, но все-таки переход времени, 23 часа переход в знак Телец, еще лучше подождать пару часов. Хотите, уже в начале суток, 21-10 можно это делать. Ну и давайте рассмотрим уже вот этот прекрасный день, 21-10, это уже чистый Телец, продуктивное время. Но это снова же сожженный путь полнолуния. Видите, только-только полнолуние у нас
это еще сутки полнолуния, потому что в 17:58 вечера, в 17:58 будут первые сутки, вот это самое напряженное время. Естественно, даже телец в это время никаких посевов, никаких посадок. Естественно, в саду укрытие, если есть необходимость, лучше отдыхайте в саду. Зеленые операции не проводим. Для цветников тоже укрытие на зиму теплолюбивых цветов. А вот что касается комнатных цветов, здесь добавляется вид работы, который называется поливы. Очень важный агроприем, и уже, если есть необходимость, но не увлекайтесь. И подкормки здесь практически нельзя, потому что в полнолуние энергии так много. Она не просто-напросто не будет приниматься растениями. Поливы можно уже проводить, потому что это знак стихии Земли. Подкормки снова же минимум, только для цветущих комнатных растений. И вот это ура, как мне пишут всегда, когда я говорю о том, что можно квасить капусту. Ура, ура, уже делаем. Так вот, 21-го начинается этот период, когда можно квасить капусту. Пожалуйста, все виды заготовок, сбор урожая, закладка на хранение, квашение капусты, не только капусты, яблоки, грибы, все, что вы собираетесь и что имеете для того, чтобы заквасить вкусные продукты, пожалуйста, это делайте. Получится просто великолепно. Уже столько лет наши зрители, подписчики этим календарем и подсказками пользуются. Всегда получается очень и очень вкусно. Позади у нас агрогороскоп, а впереди очень интересная информация. А перед тем, как мы продолжим, очень интересная впереди информация, захватывающий, конечно, сюрприз вас ожидает. Но перед этим у меня просьба к вам. Оплата вашего труда – это просмотр видео, а также подпишитесь на наш канал. И, естественно, ставьте лайки, комментируйте, ставьте свои вопросы. Ну, а теперь Луна для дома, для здоровья с 18 по 20 октября 2021 года. И этот период начинается у нас с понедельника, 18 октября, когда Луна перейдет из знака Рыбы в знак Овен. Так вот, у нас очень важные такие дни, дела, которые нужно обратить на них внимание. Печку не растапливаем. В крайнем случае, вот с 15 часов, после 15, чем позже, тем лучше, потому что это знак стихии воды, будет просто-напросто дыма полным-полно в доме. Камин, печка, это все будет очень плохо отражаться, вернее, огня не будет, а будет очень много дыма. Поэтому после 15 часов, пожалуйста, растапливайте. Далее 18 в понедельник, 18 октября, что касается стрижки ногтей, покраски волос, мытья волос, эти работы со своим телом, со своей головой и ногтями, пожалуйста, не выполняйте. Потому что, снова же, энергия стихии воды еще воздействует, тем более, что у нас полнолуние, сожженный путь полнолуния. Не состригайте вот эту живительную энергию, которую вы собирали вот этот период на растущей луне. Сохраните, она вам пригодится. Потом, уже чуть позже, вы увидите, узнаете, когда это лучше сделать. А сейчас оставьте в покое свою голову. Ну, естественно, если нужно мыть волосы срочно, то сделайте это. Вот. Сейчас столько много разных шампуней с травами различными, питательные, можно использовать вот этот момент. Что касается ремонта, тоже вот покраска, побелка не проводите. Энергия воды еще будет ощущаться. Это растущая луна. И она будет еще 6 часов в Овне, будет ощущаться во всем. Проветривание вещей тоже не проводим. А вот что касается рукоделия, шить, вязать, вышивать, что-то творить интересное в любой другой отрасли, пожалуйста, это очень хороший период. Отличный период для того, чтобы в рыбах это сделать. Желательно это сделать до часов 4-5, энергии хватит до вечера. Затем у нас энергия будет огня, тут уже будет не до усидчивости. Это себе намотайте на ус. Стирку лучше проводить до 13 часов. В рыбах это хорошо получится стирка. Уборку можете проводить, а вот натирать стекла, мебель, это перенесите дело, естественно, на день, когда знаки стихии огня будут.
Ну вот это что касается у нас дня 18-го. Давайте быстренько про здоровье напомню. Вам эта рубрика понравилась, и вы просите ее продолжать, и вопросы задаете, поэтому вот она у нас всегда сейчас присутствует. Что в рыбах нужно знать, тем более растущая луна, полнолуние, сожженный путь очень будут проявляться и уже проявляются, заранее идет вот все, что связано с ногами. В данном случае 18-го это будут ступни ног, кровеносная, лимфатическая системы, эпителиальная ткань, потому что в это время как раз она будет впитывать очень легко и различные инфекции, вирусы. У меня просьба к вам быть внимательными. Находитесь подальше от больных, а старайтесь быть в саду, где-то дома, в приятном обществе, для того, чтобы быть обезопасить свои вот эти эпителиальные ткани от вот этих вирусов и инфекций, и различных грибков. Но в это время нельзя алкоголь, лекарства очень опасно, различные формулы химические, кроме травяных. Операции, пожалуйста, не проводите рядышком полнолуния, очень опасно. И только если это экстренная операция, бывают разные ситуации, только такая может быть. И откажитесь в это время от мясных, мучных и сладких блюд. Естественно, пейте травяные чаи, морепродукты, морская капуста очень хорошо. Молоко из молочных продуктов, только молоко. Растительное масло, любое, какое у вас есть и какое вы любите. Сыр, фрукты, овощи, цитрусовые и пряности. Это мы рассмотрели с вами 18-е. А теперь большой такой период в знаке Овен, 19 и 20, что мы можем делать. Естественно, вот здесь мы можем растапливать уже печку и камин. Здесь очень быстро, снова же напоминаю, сухой спирт, вот эта пробка быстренько будет выдавлена из дымохода. И очень хорошо, если это первый раз будет протапливаться камин или печка, то это хорошо получится. В любом случае, небольшой вначале огонь, и вот это у вас все получится без дыма. Снова же, это сожженный путь полнолуния, поэтому следующие виды работ с нашей головой, с нашими волосами не проводите в Овне. Это вообще опасно, потому что огненная стихия, и эта огненная стихия особенно опасна для покраски волос. Просто-напросто сыпется, секутся волосы, восстанавливать придется очень долго. Ну, естественно, мыть травяными различными вот этими настоями лучше, домашними, но ни в коем случае не химическими шампунями. Что касается ремонта, вот это, да, уже время пришло, когда можно и красить, и белить, и 19-го, и 20-го. И, естественно, можно проводить в это время и проветривание вещей, выносить на улицу. Если же хорошая погода, если солнышко и ветерок, очень хорошо все получится. А вот рукоделием в Овне лучше не заниматься, толку не будет. Начнете, бросите, будут что-то все время отвлекать, энергии просто такие горящие, и, естественно, казалось бы, горящая энергия льва тоже, но там больше, здесь вот энергия все-таки отвлекаловки будет вот от этих дел. Поэтому повремените, скоро уже начнется хороший период, буквально через сутки. Вот убирать можно в знаке Овна, очень хорошо, очень даже хорошо получается натирать стекла, не просто без этих всех разводов, зеркала, мебель, все, что касается вот этих всех вещей, все будет блестеть очень красиво, тем более полнолуние. А теперь поговорим о здоровье, это очень важно, в Овне очень серьезные у нас дела, и они связаны, вот все различные проблемы с сердечно-сосудистой системой и с головой. Будут уязвимы кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, глазные яблоки, глаза ваши, зрительный нерв, органы слуха, те же уши, зубы, обоняние. Большой риск в это время травм и переломов, а также проблемы, естественно, с психикой. Энергия просто давит. Поэтому откажитесь от алкоголя, крепкого чая, кофе, от различных вещей, которые, да, кстати, одевайте в это время еще и теплые вещи для того, чтобы голову не простудить. Тоже очень важно.
И в это время очень хорошо употреблять каши различные, рыбопродукты, рыбу, консервы, морковь, чеснок, яблоки, лимоны, цитрусовые, капусты разные. Это вот время Овна. Пожалуйста, обратите внимание. Ну и вот день, с которым у нас будет сейчас с вами связан очень интересное. Вот это будет день, когда вы получите такой сюрприз в своей жизни, приз жизни. День уникальный, просто супер. Поэтому давайте рассмотрим сначала вот эти важные дела, которые нужно сделать и знать, а затем мы вот этот сюрприз уже раскроем и вместе с вами его получим. Итак, 21 октября, в четверг, в знаке Телец можно растапливать печку, но если эта печка уже была ранее протоплена, потому что здесь тоже стихия воды присутствует. И стихия земли, здесь и немного воды есть. Поэтому будьте внимательны. Лучше вот в эти периоды в Овне это сделать, а здесь можно продолжать. Если печка теплая, очень хорошо, но с маленького количества дров начинайте. Далее вот эти все дела, которые связаны со стрижкой волос, ногтей, покраска волос, мытье волос, хотя это Телец, лучше в эти дни сожженного пути полнолуния не проводить, не срезайте свою удачу, не срезайте свое здоровье, подождите немножечко, скоро это время можно будет использовать. А зато, да, и ремонт, и проветривание вещей тоже знак стихии Земли, в Телец тоже не проводим, оно получится у нас вот немножко качество и с ремонтом будет, и с покраской нехорошее, ну а вещи влажноватые могут получиться. Зато, пожалуйста, вот наконец наступает это время в Тельце. Это творческий знак, это время творчества. Можно шить, вязать, вышивать, пошивать, перешивать, все что угодно. Творите, все получится. И это вот усидчивость, вот это умение все сделать как надо, приходят мысли хорошие, действия рук очень удачные, и все получается замечательно, проверено на себе. И, естественно, можно стирать и убирать в это время. Это все можно делать. А вот по поводу здоровья я прошу вас особо обратить внимание, потому что Телец – это особая ответственность ваша за то, что у вас находится шея и за шею вверх голова. Снова же мы про голову говорили, но здесь именно шея, горло, глотка уязвимы, миндалины уязвимы, вот в это время они увеличиваются, бронхи, вот это сейчас болезни, очень актуально, быстро заболевает человек, если не будет обращать внимание и не проведет профилактические различные меры. Язык может быть в это время уязвим, нижняя челюсть, щитовидная железа, паращитовидная железа, эндокринная система, носоглотка. Ну и в это время замедленный метаболизм. Нельзя в это время переедать, потому что плохо перерабатывается пища. И в это время нельзя холодные продукты, тот же холодец, охлажденные различные напитки, тот же лед добавлять. В это время бронхи, горло, все охраняйте от этих холодных температур. Охлаждающие температуры приведут к тому, что быстро можно заболеть, простыть, бронхи, а дальше пневмония и тому подобное. Поэтому мы от этого отказываемся, пьем, конечно же, травяные чаи. И далее я чуть-чуть позже скажу, что мы еще едим. Но в это время очень тяжело также переносит наш желудок различные бутерброды, откажитесь от них. Вот картофель тоже очень тяжелый в это время для желудка, тяжело перерабатывается. Кукуруза любая, в любом виде тоже тяжело. И мучные изделия. Вот это исключите из своего питания на этот период в знаке Телец. Что сейчас актуально? Вот у многих есть тыква. Все что угодно из тыквы готовьте. Те же соки, какие-то запеканки, свекла, лук, яблоки, морковь, цветная капуста, ягоды, то, что есть. Осень богата на это. Зелень различная. Что у вас есть сейчас? Всю зелень используйте. Салаты различные, тархун, хурма уже созревает и есть.
И, естественно, каша гречневую и овсянку. Вот на каше обратите внимание, гречневая и овсянка, она легко будет для желудка. Морскую рыбу, морепродукты, сыр, творог, кисломолочные продукты очень хорошо. И у кого есть сейчас ягоды актинидии и зисифуса, они тоже вот помогают работать нашему желудку легко и просто. А сейчас обещанный сюрприз. 21 октября 2021 года. Мощная энергетика Тельца. А Телец, что это за знак? Энергетика у этого трудолюбивого знака ровная такая всегда, стабильная, мощная, а полнолуние еще более усиливает ее. Телец дает медленное развитие событий, эффект от которых будет весьма-весьма долгим и продолжительным. Поэтому все, что посеяно, посажено в этом знаке, именно в продуктивное время медленно всходит, медленно растет. Но растения вырастают здоровыми, крепкими и с хорошим урожаем. Время Луны в Тельце выпадает у нас на время сожженного пути полнолуния, и только 22 октября часть дня мы сможем использовать для посадок и посевов. А вот 21 октября, который мы сегодня рассматриваем, сразу после полнолуния, супер время для включения очень эффективной тибетской числовой мантры благополучия и изобилия. Это финансовая мантра. Ее мощность в этот день и 22 октября очень будет сильная. Посудите сами, я сейчас вам разложу вот эту всю картину. Время самого полнолуния 20 октября в знаке Овен. Это сильнейшая энергия. Ночью этих суток, 20 октября, Луна перейдет в знак Телец. И к этому моменту ретроградные Плутон, уже Сатурн, Юпитер и Меркурий будут развернуты в директное движение. Кто-то будет статичный, кто-то начнет движение. И вот после 20 октября энергия напряжения, которую вы ощущали все, которые создавали эти же планеты, Плутон, Сатурн, Юпитер и Меркурий, они в ретроградном движении так давили, так вот это создавали стрессовые ситуации. И вот эти энергии начнут освобождаться. Вот с этого момента мы должны с вами словить птицу счастья и удачи. И не просто за хвост, а целиком. И нам поможет в этом Телец. Вот энергия этого знака. А теперь сама процедура включения этой эффективной цифровой мантры, которая нам поможет как раз включить это все. Где бы вы сейчас не находились, что бы вы ни делали, на мгновение включите правильное дыхание. Мы уже много раз об этом вам говорили, как это делать. Носом вдыхаете и ртом выдыхаете полностью воздух. Итак, вдох носом и выдох ртом. А теперь представьте на следующем вдохе луч света от наших Отца и Матери, от первотворцов. На вдохе этот луч мягко, тепло проходит через голову, через тело до ног. И из ног отправляется в сердце Земли. Земля живая, такая же, как и мы. Отправляется в сердце Земли. Земля радуется и отправляет этот луч обратно. Вот из сердца Земли луч возвращается через ваши ноги, все ваше тело и наверх к Творцу. Вы являетесь проводником этой созидательной, творческой, живой энергии. И вот в это время вы должны произнести вот эти 7, 5, 3, 1, 9, 1. Дышите так дальше и произносите вслух числа столько, сколько вам будет комфортно. Можно просто один раз. Не имеет значения в эпоху Водолея, в которой мы уже с вами находимся, не имеет значения, сколько раз там конкретно это произносить. И отправляйте все это во Вселенную,
для того, чтобы эти цифры принесли вам ваше изобилие. Можете повторять эти числа в такой последовательности, именно в такой последовательности: 7, 7, 5, 3, 1, 9, 1. И это можно делать дома, можно при ходьбе, но только не с кем-то, а одному идти, на отдыхе. А лучше это сделать рядом с деревом, с каким-нибудь цветком, но живым, не срезанным, а живым растением в саду. Это вам кажется, что листья опали и растение не живое, оно живое. И вот возьмите, прислонитесь к дереву, возьмите любой цветок, горшок с цветком, растение, можете прислониться, взять лепесточки, листики этого растения, прислониться к стволу растения и проведите включение программы на новую жизнь в изобилии, в благополучии, в нужном количестве. Так и говорите: мне поступают деньги, поступают финансовые, материальные, другие средства, не имеет значения откуда, когда мне поступают финансовые средства, материальные средства на благополучную жизнь в нужном количестве, в нужное время. Я, по-моему, объяснила вам еще раз коротко. Вдохнули и произнесли цифры, выдохнули, вдохнули, выдохнули и произнесли цифры. Как вам нравится и сколько вам нравится. И мысленно отправляйте эти цифры к своему первотворцу, то есть к нашему Создателю, Светлому. Это божественная любовь, первоисточник, из которой мы с вами пришли, из которой мы с вами сделаны. Ну а мы, Раиса Гриченко и Александр Волик, создатели этого канала, тоже в этом участвуем и желаем вашим позитивным, светлым мыслям, задумкам, проектам обязательно сбыться. И знаем, что они сбудутся у вас. Прощаемся с вами совсем ненадолго. До встречи в следующем видео.